Вас приветствует An-Artist. Вы никогда не задумывались? Вот рисуете вы персонажа, а он какой-то весь никакой. Одна нога здесь, другая там, руки разной длины, голова не голова, а гол! Или же вообще уровень вашего человечка это палка-палка-палка-палка-палка-палка, огуречек. Не бойтесь, случалось с каждым рисовалой. Сейчас я мигом излечу вас от такой проблемы, открыв старый советский дедовской метод, который известен любому серьезному художнику. Построение. Стройсь, смирно, вольно! Человеки — это конструкции высокой сложности с множеством всяких деталей, которые сходу расположить в правильном виде не очень просто. Поэтому начинающие художники теряются и начинают творить ужасные вещи, пытаясь сымитировать реальность или нереальность. Что делать? А вот что, упрощать. Отбрасываем детали, вбрасываем базовые формы, кружочки, кубики, цилиндрики, делаем человечка на них. И вот вам построение. Естественно, человек имеет определенные пропорции, при несоблюдении которых у вас выйдет либо скромник, либо хазбик. Поэтому берем умные картиночки и следуем им. Человеческое тело обычно делается высотой в 8 голов и делится на эти головы вот таким образом, давая нам точку отсчета. Грудина шириной в 2 головы, линия жопы находится ровно на середине, коленки чуть выше точки номер 6, локти примерно там же, где заканчивается грудная клетка и так далее. Пишите в комментарии, если хотите подробное видео по пропорциям. Так как упрощать? Самое важное, от чего формируется вся фигура, это голова, грудная клетка и таз. Первая всегда рисуется овалом, а вот вторые две часто варьируются от художника к художнику. Кто-то, как я, использует для грудины форму яичка с вырезом, а кто-то делает просто коробку, как и таз. Оба варианта по-своему хороши. Яичко ближе сходно к форме реальной грудной клетки, а кубик позволяет более наглядно задавать угол расположения объекта, ведь если у вас динамичная поза и таз смотрит на вас, а грудь на Кавказ, то надо четко понимать, что и как повернуто. Руки, ноги делаются просто цилиндрами и шариками, которые потом можно усложнить, дабы сделать форму более приближенной к реальности. На них выгодно подрисовывать дополнительные кружочки, чтобы также более понятно обозначать их направление. Сложнее всего упростить кисти и стопы, так как их форма не близка примерно ни к чему, поэтому тут обычно остается что-то обозначать прямоугольниками или трапециями. Талию можно также допиливать по-разному, или усеченным конусом, или параллелепипедом, или какой-то комплексной формой. После того, как у вас появилась такая фигурка и вы довели ее позу до состояния, которое вас удовлетворяет, можно брать и постепенно вмазывать детали, вроде квадратной челюги гигачада, мощных сисек и других анатомических изысков. На этом все. Теперь вы знаете, как работает построение. Всем спасибо. А ну стоять. Знать мало, надо практиковаться. А как практиковаться? Есть несколько полезных упражнений. Первое, как ни странно, это тупо рисовать кубы. Правильные, качественные кубы, у которых все стороны равны, а линии при их удлинении образуют точку схода. Удалось нарисовать такой? Вы же потеете. Слезы на глазах выступают. А теперь рисуйте их много. Майнкрафт — это моя жизнь. Не обязательно весь день рисовать кубы, просто хреначьте их в разных проекциях на полной своей художественной мощи, слушая музло из Hotline Miami, пока не устанете. Ну а потом возвращайтесь к этому упражнению на протяжении нескольких дней или недель. Это поможет, собственно, правильно изображать эти самые элементарные формы в пространстве и вообще научиться их лучше распознавать. Второе — использовать референсы. Очень желательно именно на основе реальных людей. Вот вы взяли картинку какого-нибудь человечка, который вам понравился, и разберите его на элементарные составляющие, рисуя поверх картинки. Именно разберите, проанализируйте его формы, а не втупую обводите. Пробуйте разные позы в динамике и статике, плотненько разбирайте пару поз каждый день. Постепенно вы начнете видеть все другими глазами и сможете перейти к следующему шагу. Рисовать не поверх, а рядом, также деля все на простые формы. И потом осознаете, что получилась какая-то хрень, наложив одно на другое, и будете переделывать. Это нормально, никто не застрахован, плакать разрешается. Practice makes perfect. Работайте, чудожники. Пятилетка по прогрессу сама себя не выполнит. На этом все. Ставьте лайки, накажите кнопку подписаться, отправьте колокольчик в нокаут и напишите в комментариях, какую еще рисовательную тему вы хотели бы увидеть быстро и доходчиво объясненной. С вами был An-Artist. Goodbye.
Еще, погодите, внимание, у меня тут телеграм-канал образовался, я туда что-то постить буду. Там дополнительные комментарии к видосам, какие-то свои рисунки, я все-таки в первую очередь сам рисую. Иногда. Подписывайтесь.